Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Алекс и игра Generals The Hour. Карта Drelem Desert, на верхней позиции Team Step, генерал Квай, танковый генерал Китая. На нижней позиции Big Size, генерал Фай, Китай, пехота. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Поддержать выход новых видео донатом можно по ссылкам в описании. Big Size, трехкратный чемпион мира, сразится с мастером в мире генералов Team Step. Сильные игроки, интересная карта, мощные генералы, и мне кажется, нас ждет интереснейшее противостояние. Size играет за Китай очень красиво, но Team Step не рядовой игрок, и я уверен, даст мощному датчанину хороший, достойный бой, и пусть победит сильнейший. Пока я говорю, Team Step, точнее Big Size, ставят уже два саплая, ставят военный завод, есть казарма, электростанция, и разбегаются красногвардейцы. В нашем случае это миниганеры, потому что за пехотного генерала Size играет, и я так полагаю, что миниганеры бегут на захват вышек, которых, к слову, на этой карте 4. В принципе, Team Step стартует абсолютно так же, красногвардейцы разбегаются, и будет Team Step вышки также занимать. Хотят больше экономики в бойце, и кто мы такие, чтобы им это запретить. Ракетчик также бежит вперед, домик, я так полагаю, будет его занимать, и уже какая-никакая оборона, разведка для нижнего бойца. Готовится пост, выходит пехота с казармы, и можно пробовать ехать атаковать. Ракетчик также и в правый домик здесь засаживается, бункер справа также имеется под вышкой, и еще одна казарма. Size выучил ли захват? Нет, пока еще захват не изучен. И танк Дракон слева, Team Step нужно уже что-то сжечь, а Size уже идет принимать этот самый танк Дракон. Ну и сверху здесь, кстати, Size миниганером прибежал и не дает Team Step не захватить вышку. И плюс пехотинцы в домик здесь не могут, сейчас просто здесь все будет меняться. Ну и слева танк Дракон был уничтожен. Ракетчик от Size садится в домик побыстрее, чем от Team Step. Здесь начинается перестрелка. Можно, кстати, помочь миниганерам доработать этого ракетчика, но Size едет дальше. И, кстати, с помощью гатлов Team Step справляется с миниганером нижнего бойца. Ракетчик идет вперед, можно пробовать пост вскрывать. Справа бункер от Team Step. Что же касаемо базы, пока все без изменений. Ставится еще один бункер слева под военным заводом, и пост идет вперед. Тут только два гатлинга, а ракетчик, кстати говоря, убежал дальше, а можно было бы попробовать пост пробить. Третий гатлинг добавляется, и красногвардеец идет вновь вперед, и сразу же засаживается пехота в домик, кстати говоря, и вот тут уже, кстати, проблема будет под вышку подойти. Ну вот здесь вышка Team Step'ом захвачена. Size своей вышки пока еще не захватывает, то только сейчас начинает это делать, и пост пришел от Size, но все-таки здесь Team Step справился, я так полагаю. Идет Дракон вперед. Сейчас он получит от пехоты нижнего бойца, я так полагаю. Но вот домик можно выселять, да, с помощью пламени. Просто ракетчик погибает. И выход в еще один ресурсный центр, по счету третий, и минус пост. Минус пост, но пехота живет здесь, тем временем пост стоит, но он просто стоит, я так полагаю, ничего тут не делает. И это Size, я так полагаю, да, это Size, и еще одна вышка под контролем нижнего бойца, а здесь ракетчик прибежал, и можно биться по траке, почему бы и нет. И, кстати говоря, перехват. Я так полагаю, что перехват вышки, здесь пост с пехотой, и не дали построить бункер, я так полагаю, и пост до конца закрывается. Ракетчика нужно добивать с помощью гатлинга, естественно, и вышку перехватить не дали. Team Step, в принципе, отбивается все очень даже хорошо. Ракетчик пришел под саплай. Здесь ничего не заминировано, можно, ну, он пока просто стоит, причем он очень даже тут наполучал много, то есть хп не так уж и много. Надо, наверное, ставить минку на саплтрак и пробивать их потихоньку и лишать своего соперника экономики. Но Team Step пока занят, к нему тут наступление идет вовсю, и, кстати, минус ресурсный. Size пришел, отменил, я так полагаю, ресурсный центр. Дозер также уходит, и появляются миги. За танком миги это, конечно, тяжело в том плане, что они очень дорогие. Но против пехотника миги, мне кажется, это жизненно необходимая вещь. Нужно чем-то посты вскрывать. Ну и пехота. Пехота, естественно, тоже очень хорошая как бы оружие. Посты у пехотника сильные, но с помощью ракетчиков можно эти посты вскрывать, а гатлингами дорабатывать пехоту. Подъезжает гатлинг. Ракетчика, правда, Team Step минусанули, но и гатлинг также минус, и 4 ракетчика здесь остались. Но есть миги. Есть миги, и Team Step без труда, в принципе, должен справляться. Тут последний пехотинец остался, но нужно чем-то его добивать. Есть гатлинг, например, почему бы это не сделать с помощью гатлинга. И миниганер от Size пришел бить дозер. Ну вот, я думаю, что здесь гатлинг пригодится больше. И перехват вышки.
Перехват вышки у Тимстепа сейчас в сумме их станет 2. Защищать эту вышку нечем. Дракон идет вперед, и сейчас, возможно, даже будет отмена сапплая. И ракетчик минируется, полтраки. Тимстеп его использовал, и распродажа. Распродажа сапплая, драконам бы надо было уже давно разжигать, но он что-то как-то завтыкал, и в итоге вся пехота живая, и атака полностью закрыта. Ну вот, с помощью мигов здесь Тимстеп залетает, и посты вскрываются, пехота погибает, здорово. Очень и очень здорово. А вот ракетчик, которого Тимстеп проворонил, к сожалению, сейчас будет бить миги, и миги под снос. Филд блокирован, но есть красногвардейцы. Можно это дело, конечно же, закрывать. Добавляется еще один военный завод. Тимстеп по-прежнему продолжает кошмариться полтраки с Сайзу, но вот надо только не стоять, а продолжать это делать. Сапплай восстановлен у Сайза, и он продолжает спамить пехоту, правда я не вижу пока ни одного поста. Вот эта передышка, данная Сайзу, мне кажется, очень зря. И, кстати, Лотос пошла от нижнего бойца вперед, можно попробовать вышку перехватить, но там есть, в принципе, красногвардейец, но мне кажется, не успеет он убить эту Лотос, пока она вышку будет перехватывать. То есть она потом просто в инвиз уйдет, и все на этом. И, кстати, Сапполтраки там минус. Сапполтраки минус, и ракетчик идет дальше. Ну, я не знаю, можно... Ну, вот с помощью ИЦМ танка, наверное, Сайз сейчас просто этого ракетчика передает. Тимстеп наступает с помощью Гатлинга, будет бить Сапполтраки. Здесь бункер Сайз поставил на всякий пожарный. Ракетчик стоит на дежурстве. Бункер от Тимстепа также имеется. И хороший Гатлинг на самом деле. Очень хороший, он бьет пехоту. С Тимстепу хоть и убили сапплай справа, но он на центре здесь добывает, и вышка у него, в принципе, пока еще на месте. Но вот Сайз перехватил с помощью Лотоса. А здесь очень классный был Гатлинг, который убил Сапполтраки. Еще и пехота пришла. Миг прилетел. Миг прилетел, минус ЕЦМ-ка слева, и по посту здесь вдарили с помощью пехоты. Но тут ЕЦМ-ка, которая очень мешает этот пост вскрыть до конца. Лотос бегает, тут КЦ строятся, дозеры. Один вижу, а где же второй дозер? Второго дозера, к сожалению, не наблюдается. Это, наверное, единственный дозер у Тимстепа, поэтому нужно быть очень и очень аккуратным. Дракон слева. Дракон слева, бьется бункер, и дракон заходит. Дракон заходит, Тимстеп работает. Зашел уже, но слил дракон, к сожалению, не успел он тут за сапплай спрятаться и сжечь его. Но вот слева дракон интересно идет, но туда дозер от Сайза пошел. По идее, он должен видеть. Там еще и притом не один дракон, и гатлинги, и ракетчики идут вперед. Неплохо. А тут тем временем Лотос отменяет филд. Она отменяет филд, и эти миги становятся мигами Сайза. Господи, боже мой. И нужно либо перехватывать, либо уничтожать. И бьются с полтраки при этом. При всем сейчас экономику отменят. Сейчас Сайз отменит Тимстепу экономику, но Тимстеп идет вперед драконом. Но, правда, ИЦМ танк подморозил его, и посты будут сейчас дорабатывать. Тут есть Гатлинг, еще дракон. Ну, вот, кстати, вот этим драконом, я думаю, что сейчас Тимстеп отменит сапплай Сайзу. И, кстати говоря, филд, скорее всего, Сайз продал, и полетела арта вперед. И плюс ковровка. Разжигает стена огня, причем стенка на стенку здесь работает. И ковровка на сапплай. Здесь минус военник, я так полагаю. И сапплай под снос. Один военный завод, и тот каленый остался. Здесь минус. Тем временем сапплай Сайзу. Разжигает стена огня, но работает Лотос, подмерз. Тем временем там дракон. И пост скрывается, но пехота, по крайней мере, жива. Дракон под снос. И слева есть ракетчики. Надо их чем-то Сайзу доработать. А тут сброс БМа. Это Тимстеп. Да, он сбросил свой Батлмастер на Сапполтраке, но они уже тут ничего не добывают. Тут добывать-то и нечего. И очень жаль, что не изучен апгрейд на скорострельность у верхнего бойца. Пробивается тем временем пропаганда. Но с помощью апгрейда на скорострельность это было бы намного быстрее бы сделано. Мне кажется, Сайзу надо было свою пропаганду просто продать. И дозер пришел от Сайза. Интересно, но Гатлинг есть, и Гатлингом можно этот дозер добить. А тем временем слева ракетчики. Справа БМ, который уничтожил пропаганду. И сапплай, я так полагаю, что сейчас Сайз просто распродал. КЦ есть, окей, дозерхант не страшен. А справа дракон отработал бункер. Здесь все разжигается кругом. Тимстеп, в принципе, да, ну добыча у него на месте. Вышки у него, ну вот эту вышку надо перехватывать. Дозер доработал. Тут опять Лотос заходит. И очень жаль, что тут нет никакого ни поста, ничего, чтобы эту Лотос как-то заметить. И очень жаль. И вновь передышка для Сайза. А он получил здесь и достаточно сильно. У него один военный завод, тут, ну, две вышки хотя бы. Одна вышка даже, ну, одна сверху, окей, но я думаю, что Тимстеп все-таки ее перехватит с помощью красногвардейцев, тем более, что у него изучен захват, пехота пошла вперед. Здесь Сапполтрак бы не мешало бы добавить. А у Тимстепа все очень даже интересно, он работает в 3 ресурсных, но ему опять перехватывают филд. Ему опять перехватывают филд, но благо он успел его хотя бы продать через контрол, пытается здесь пробить мигом, но Лотос уходит.
Уходит и куда-то сейчас в базы тут спрячется. Надо пост отправлять. Пост отправлять, тем временем дракон идет вперед, посты. Сайз небрежен, конечно, в своей манере, посты теряет, но хотя бы пехота живет. Минус бункер, надо пробивать, куда ж ты побежал, сейчас передавят же все, тимстеп. Ну как же так, почему ты своими не работаешь с саполтраками, это очень жаль. А мог бы сейчас бы все здесь передавить просто, и ничего бы не осталось, без потерь бы просто практически вышел, а так и потерял и саполтрак, и потерял дозер. А это мины, я так полагаю, как раз в аккурат под военник. Но есть дозер, можно разминировать. И, кстати говоря, я так полагаю, что Лотос все-таки погибла. Кстати, через дракон можно разминирование сделать, но тот бункер будет мешать. Бункер можно, собственно, сжечь. И Сайз выходит на еще один ресурсный центр. Возле коробок здесь его поставил и добавляет еще один бункер. Будет дефаться здесь полностью. Тут уже будет... он перестраивает этот бункер. Он ставит его на холме, чтобы он более удобно тут работал по юнитам тимстепа. И, кстати, хорошо, что верхний боец все-таки перехватил себе вышку. В сумме теперь их 2. Саплай работает. Справа саплай работает, 2 вышки. У Сайза вышек только 1. Но он уже потихонечку спамит, смотрю, хакеров. И ставится филд. Пехота плюс гатлинги пошли вперед. Но засаживается пехота от Сайза в бункер. Но там ни одного мини-ганнера. И сейчас башня будет падать. Но в другую сторону. Но с помощью мигов тимстеп дорабатывает и бункер, и пехоту. И сейчас с помощью ракетчика можно еще и дозер отменить. Шикарно. А здесь посты стоят. И не пустые, кстати говоря. И нужно это все дело как-то уничтожать. И Сайз наступает через центр. Пробил гатлы. И пробивается вышка. Есть миги, надо работать. Жаль, что нет напалма. Минус часть пехоты, но 2 ракетчиков остались. Но я думаю, что вышка переживет. Тут и дозер идет спасать, ее будет подхиливать. И гатлы идут дорабатывать пехоту. Неплохо. Очень даже здорово. Военный завод ранее был уничтожен, перестраивается. И дракон зашел от Сайза. Дракон зашел от Сайза. Гатлинг работает. Выживет ли этот военный завод? Ну, пока живет. Но там миги, и пост, и минус дозер, и минус гатлинг, и буквально тычку дать, и минус военник. Но миги доработали пост, но военный завод потерял. Команда центр на месте, надо перестраиваться по 4-му рангу у каждого из бойцов. Ну вот, жаль, у тимстепа ковровка только на 5-м ранге. Пока он довольствуется минами и ударом. Стоит пост, много пехоты. Пехотинцы также наступают у Цайта. И это у нас сброс БМ, я так полагаю. Это сброс Батлмастера, да, какие-то не мины. И этот БМ сейчас будет отменять саплай. Ну, нету апгрейда на скорострельность, к сожалению. Но тимстеп, в принципе, не так часто БМом-то и пользуется, поэтому ему грейд-то как таковой этот и не нужен. И арта пошла. Пошла арта от тимстепа. Также идет ответная артиллерия от Сайза. Ну, я так полагаю, что мы ждем ковровую бомбардировку, по всей видимости. А здесь, тем временем... Что это? Посты, я так полагаю, пехота, арта. Арта на саплай. Да, арта на саплай, а арта от тимстепа ударила по вышке, но ее до конца не закрыла. И минус саплай Сайзу. Отличный батлмастер на самом деле. Миги работают от инфантри, а здесь тем временем ковровая бомбардировка пробила по саплаю военному заводу, но военный завод выживает. А здесь тем временем бьется вновь вышка, но тут ракетчиков у тимстепа побольше будет. Я думаю, что он эту вышку все-таки спасет. Дорабатываются коробки, но вот слева у Сайза еще коробок достаточно много. Здесь саплай восстанавливается, и вышка жива. Ну, у тимстепа также, в принципе, 2 вышки есть, и саплай справа. Вот здесь саплая нет, и саплай убили, надо саплай восстановить. Так нет саплаев! У тимстепа вообще саплаев нет, и очень достаточно большой флоат на самом деле. Есть хотя бы военный завод, и миги есть филд, есть что спамить, слава богу. Надо саплай восстанавливать, и срочно. Посты спамятся, с казармы идет пехота. Может быть, добавить, может отсюда еще подспамить пехоту. Почему бы нет, с 2 казарм было бы неплохо. Даже с 3 казарм, тут 3 казармы у Сайза. И бежит Лотос. Бежит Лотос, и я буду очень сильно смеяться, что если и в 3-й раз Лотос что-то у тимстепа заберет. Это будет, конечно, очень неприятно на самом деле. И мины, я так полагаю, хотели под военный завод лечь, да не вышло. Тут гатлинги не дали долететь к самолету. И идет танк-дракон плюс гатлинг вперед. Но тут миги. Тут миги, еще один танк-дракон. Миги зашли и по дракону ударили, но он выживает. Успел уйти. Еще один танк-дракон идет ему на смену. Лотос! Это же Лотос, да, которая что-то здесь отменила. Или она нет, ничего она не отменяла, она просто спалилась от поста.
И идет она в аккурат под филд. И неужели и сейчас отменит филд сайз Team Step? Ну это будет очень неприятно. И неужели пост... А пост пустой! Он пустой, но миг есть. Есть миг, слава богу, и минус. Минус Лотос. Филд жив. Ударил Team Step. Минус пост. Но еще один есть, и минус вся пехота. ЕЦМ танк живет. Гатлы есть, ракетчики есть. Можно, в принципе, пытаться как-то спасти свою авиацию, но мне кажется, здесь все-таки сайз у Team Step заберет миги, так тут еще и справа пехота работает, как-то поджат, на самом деле, Team Step без саплаев. Ну вот, у него справа тут один есть, дозеров я, кстати говоря, не наблюдаю. Слева тут Гатлинг и красногвардейцы, и неужели сейчас еще электростанция отлетит у Team Step? Как-то Team Step, как такое ощущение, что просто бросил играть. Есть Гатлинг, выходит. Саплай сейчас могут разнести. Гатлинг работает. А это у нас сброс миниганеров, я так полагаю. Но под гатлы. Но эти миниганеры, я думаю, что с ними Гатлинг справится. Саплтраки пошли вперед. Добывать здесь у Team Step просто коробки. Но в итоге Team Step сдается. То есть он как-то вот в какой-то момент такое ощущение, что он растерялся вообще. Вот так мне показалось на самом деле. Просто вот у него здание все меньше и меньше, дозеров нет, саплай под снос идет, и он просто, какое ощущение, что просто не успел. И энергию ему разносили, и филд он потерял. Как-то вот все-таки сайз передавил. Все-таки передавил он Team Step. Хотя какое-то время игра просто шла равная. Наверное, равная, даже в какой-то степени мне казалось, что Team Step все-таки сайз давит и давит очень мощно, но вот такие какие-то передышки давать, наверное, сайзу было не надо, но это со стороны так. На самом деле, как это было, то есть мы уже, конечно, не узнаем. От лица Team Step мы не сыграем, поэтому то, что увидели, то и получили. Сайз победил. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Алекс, играйте в генералы.